Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня предлагаю вам связать вот такой добрый классический кардиган, немного осовремененный такой, знаете, согласитесь, кардиган стильный, классный, такой всегда будет приметный в толпе, с выразительными вертикальными узорами, знаете, такой идеальный вариант на любой возраст и размер. Все вот эти вертикальные составляющие узора, они стройнят фигуру, согласитесь, зрительно вытягивают эти полосочки вертикальные, да. Очень мне импонирует еще и зеленый цвет. Он такой, знаете, не яркий, приглушенный зеленый. В общем, из множества кардиганов, которые я просмотрела сегодня, этот кардиган оказался наиболее мне близок по душе. В общем, мне он понравился. Узор мелкий, значит, для полных будет хорошо, значит, вытягивать фигуру. Вот для молодых тоже очень изящная, стильная вещица, которая, смотрите, на молодой девушке просто шикарно смотрится. Длина. Вот смотрите, от возраста, наверное, зависит длина, да, то есть чем больше возраст, тем длина должна, наверное, быть все длиннее и длиннее, да. Я сегодня буду рассматривать среднюю длину, на средний рост у меня будет этот кардиган, значит, 58-60 сантиметров в длину. В общем, девочки, давайте сейчас внимательно с вами рассмотрим картиночки. Вот, вы сами решите для себя, хотите ли вы себе такую стильную вещь. Я думаю, что будут желающие, потому что вещь действительно интересная. Не часто такое, ну, как бы, все в одном собралось, да, и цвет, и стиль, и узор такой длинненький и несложный. Кстати, несложный узор, очень даже. Схемы я нарисовала, так что брендовая такая вещица из модного интернет-магазина, думаю, вполне может появиться у вас в гардеробе. Сейчас мы посмотрим пряжу, которую я выбрала для данного кардиганчика. Пряжа у нас тоже будет недорогая, бюджетная и в то же время качественная, турецкая. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Так, мы будем сегодня использовать пряжу Alize Lana Cotton. Цвет у нас, вот видите какой? 486. Это турецкая пряжа. 50 грамм 160 метров. 26% шерсть, 26% хлопок и остальное акрил. Спицы используем 3,5. И вот такой узор у нас получается. Смотрите, девочки, у меня, значит, узор условно будет вот такой ромбик вязаться, да, скажем так, ромбик на 12 петлях. И вот такая коса тоже на 9 петлях. Ну и между ними идет жемчужная резинка. Это полупатентная резинка, по сути. Резинка с накидами. Так, ну и вот так вот смотрится наш узор. Смотрите, косу изменила я немножко. То есть я ее вначале почаще сделала, да, сейчас сделала поуже, ну, пореже. У меня перекрещивание. Изменила немножко схему. Вот, ну а вот этот ромбик, он рельефный, так и остался. Давайте посмотрим схему узоров наших. Схема косы на 9 петлях выглядит вот таким образом. То есть у нас ширина здесь 9 петель и 12 рядов высота раппорта. Это все петли лицевые, и у нас перекрещивания идут. 6 петель перекрещивается на
направо, и это 6 петель перекрещивается налево. Как это сделать легко и просто, я сегодня вам покажу в мастер-классе. Вторая схема. Это схема ромба на 12 петлях, тоже 12 рядов в высоту она у нас. И то же самое перекрещивается здесь 6 петель то направо, то налево. Как это сделать, будем вязать сегодня образец. Ничего сложного нет, девочки. Очень простая, в принципе, история. Там еще будет у нас, значит, сегодня вязаться жемчужная резиночка. Очень хорошая полупатентная резинка, вяжется очень легко с накидами. Простая вязка, реально красивая, простая. Потом, может быть, в других каких-то моделях примените. Посмотрите сегодняшнее наше вязание. Так, у нас будет выкройка, девочки. Выкройка у нас вот такая, вот такая, вот такая. Я ее тут, смотрите, вам представляю, и классика у нас здесь как бы, да, может присутствовать, рукав с окатом полноценный, да, либо спущенный, такой современный вариант. Здесь у нас цельновязанная планочка будет. В общем-то, вот такие очертания нашей сегодняшней выкройки. Все более детально, с расчетами, с размерами, с сантиметрами. То есть все-все-все в сегодняшнем мастер-классе будет в конце видео, когда мы свяжем образец и расчет плотности произведем. И там же будут мои расчеты идти. Будут сегодня рассматриваться, давайте покажу вам. Рассматриваем сегодня с вами описание для 44, 46, 48, 50, 52, 54 размера. Длина будет использоваться изделие 58, 59, 60 в зависимости от размеров. Ну и, в общем-то, все вот эти наши моменты попетельные будем разбирать в сегодняшнем мастер-классе. Как я уже сказала, схематично вам рисую, там все объясняю. Вещь довольно-таки, знаете, требующая умственного, так скажем, труда. Вот, долго я с ней сегодня возилась, все это вот высчитывала, вырисовывала, как расположить наши узорчики, в какой последовательности, чтобы там все по петелькам совпало, чтобы там все по размерчику хорошо село. Девочки, очень старалась, думаю, что что-то хорошее получилось, надеюсь. Так что давайте сейчас приступим к вязанию образца узора. Так, для вязания образца, девочки, давайте будем набирать 36 петель. Будем вязать с вами. Смотрите, вот я уже тут пыталась шаг вот этой косы. В общем, я их решила объединить шаг. Смотрите, здесь будет 12 рядов высота раппорта, а здесь тоже будет 12. Я их сравняла. Вначале вот сделала 8, вязала, вот такая коса, более мелкая, ну не мелкая, а, скажем так, более частое переплетение, да. А сейчас я решила, что, наверное, вот пригляделась еще больше, на оригинал посмотрел, мне кажется, что более правильно будет вот такая вот коса. То есть, когда интервал между вот этими перекрещиваниями будет побольше на ряд. Вот, поэтому буду сейчас по новой схеме вам показывать. То есть на эту косу. Хотя, может, кому понравится. Так, ну и давайте, в общем-то, распределять сами узоры. У меня здесь, значит, идет резиночка, идет наша жемчужная. Затем по центру я сделала резиночку жемчужную. И с краешку тоже резиночка идет у нас. Начинаем с вами вязать первый ряд. Первый ряд жемчужной резиночки вяжется следующим образом. Значит, делаем вот такой накид. Смотрите, вот такой накид делаем. Вот так. И снимаем петлю как изнаночную. Все. Не провязываем ее. Лицевая. Все, 2 петли всего у нас содержит раппорт узора. Опять делаем вот такой накид. И снимаем петлю как изнаночную, не снимая. Дальше идет у нас вот 3 петли получился в резинке. Дальше у нас идет с вами вот этот ромб. 12 петель лицевыми вяжем. В первом ряду 12 лицевых. Затем у нас идет с вами снова резиночка жемчужная, 7 петель. Вяжем
такой накид делаем, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Снова такой накид, петлю снимаем, не провязывая, вяжем лицевая. Накид, снимаем петлю, не провязывая, лицевая. Ну и 7-я петля, тоже делаем накид, петлю снимаем, не провязывая. Затем у нас идет наша коса. На 9 петлях вяжем 9 лицевых в первом ряду. И снова идет 3 петли резинки. У меня тут 4, я просто 37 набрала. Значит, так, опять делаем накид, снимаем петлю, не провязывая. Лицевая. Накид, снимаем петлю, не провязывая. Ну, у меня 4-я идет лицевая. Вы просто вяжете кромочную изнаночной. У меня на 1 петлю больше в образце. Так, дальше у нас все петли вот в наших косах вяжутся изнаночными в изнаночных рядах, то есть в четных рядах вяжутся они косы изнаночные. А резинка, показываю, как второй ряд вяжется резинки. Смотрите, кромочную сняли, да? Там, где у нас была лицевая, мы вяжем просто изнаночную, а там, где у нас была с вами петля снималась с накидом, мы вместе с накидом провязываем лицевую. Опять, там, где была лицевая, вяжем изнаночную, там, где была петля снятая с накидом, провязываем лицевой. Понятно, да? Дальше идет, как я уже говорила, там, где косы у нас 9, вот сейчас идет изнаночных, да, и опять идет наша резинка. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть, где накид и петля не провязана, вяжем лицевой все вместе, изнаночная, лицевая. Ну и идут 12 петель изнаночных. Наша с вами косе в ромбе. И там опять идет резиночка в конце ряда. Вот она у нас идет. Опять вяжем лицевая вместе с накидом петля, да, изнаночная. И снова лицевая. Вместе с накидом кромочная тоже изнаночная у нас. Так, смотрите. Далее у нас идет с вами третий ряд ромбика нашего и косы. Как я уже сказала, я раппорты объединила. То есть они у нас сейчас одинаковые по высоте. Вяжем. Снова у нас идет резинка жемчужная, первый ряд. Также делаем. Повтор раппорта уже идет. Просто накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. 3 петли сделали. Перекрещивание у нас с вами сейчас будет 6 петель направо. Снимаем 6 петель, либо вы используете дополнительную спицу, кто так не умеет. Смотрите, как делаю я. 6 петель снимаем. Первые 3 петли за работой. Их надо переснять на дополнительную спицу, кто любит пользоваться дополнительной. Оставшиеся 3 петли я вот так их перед работой, они у меня, и я их возвращаю на левую спицу. Все 6 петель вяжем лицевыми. Поменяли местами, перекрестили, да? Следующие 6 петель перекрещиваем налево. Также снимаем 6 петель. Первые 3 петли перед работой, снимайте их на дополнительную спицу, кто дополнительный будет. Следующие 3 высвобождаются, вон они за работой, да? И мы их сейчас первыми поместим вот сюда. Возвращаем их за работой первыми на левую спицу. Вот так. И вяжем все 6 лицевыми. Перекрестили 6 петель налево, называется. Связали. Дальше идет опять наша с вами жемчужная резинка. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, провязываем, не провязывая, лицевая. Снова накид, петлю снимаем.
В нашей с вами, вот в этой косе, вот в этой, которой я сказала, что будем сейчас менять раппорты. То есть я вначале по маленькой вязала, раппорт 8 рядов был. А вот сейчас, значит, здесь перекрещивание у нас будет с вами. Первые 3 лицевые вяжем. И 6 петель, следующие перекрещиваем направо. Снимаем также 6 петель и меняем их местами 3 на 3. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Вот так их перекрестили, поменяли местами. Возвратили на левую спицу и вяжем все 6 лицевыми. Вот так. Дальше у нас идет с вами опять наша жемчужная резиночка. Делаем накид, снимаем петлю, лицевая. Делаем накид, снимаем петлю. Ну и у меня тут еще одна лицевая, у вас кромочная идет, изнаночная. Так, ну, четные ряды я больше показывать не буду, вы поняли, да, как вязать в четных рядах все узоры. Самостоятельно вяжем четные ряды. 5-й ряд у нас с вами сейчас раппорта. Вяжем наши резиночки, ничего не меняется. Первый ряд у нас накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем, 3 петли провязали. Здесь вяжется 12 лицевых в ромбе. Опять резиночка, вяжем накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем. В косе 9 лицевых, здесь ничего не меняется. И опять остались 3 петли у нас. Накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем. У меня еще кромочную вяжем изнаночной. Так, связали, да? Четный ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд у нас вяжется точно так же, как 5-й сейчас вязался. Один в один. Резиночка у нас идет с вами, 3 петли. Дальше идут 12 лицевых косы, ну, этого ромбика нашего. Затем идет опять резиночка наша на 7 петлях, жемчужная, вяжем ее, 7 петелечек провязываем. Я уже сейчас не диктую, да? И 9 лицевых снова, уже наши косые. Так, сделали 9 лицевых, осталось еще 3 петли резиночки, но у меня 4. Так, дальше у нас идет с вами 8-й ряд, как смотрят петли, 9-й ряд нашего узора. Сейчас будет ромб у нас вывязываться, интересно тоже здесь будет сейчас. Итак, вяжем в начале жемчужную резинку, 3 петли, и здесь перекрещивания идут в ромбе, 6 петель перекрещиваем налево, снимаем 6 петель, первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. Поменяли их вот так местами, перекрестили. И все 6 провязали лицевыми. Следующие 6 петель перекрещиваем направо. Снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 3 за работой оставляем, высвобождаем эти 3, которые перед работой, следующие, да, мы их вот так меняем, видите, местами, и все 6 вяжем лицевыми. Отлично. 7 петель у нас идут по центру нашей жемчужной резиночки. И наша косичка в 9 ряду, косичка, смотрите, перекрещиваем сейчас 6 петель налево, снимаем 6 петель и первые 3 перед работой, следующие 3 за работой, аккуратненько их возвращаем на левую спицу и вяжем все 6 лицевыми. Ничего сложного нет.
Осталось еще в косе 3 лицевые провязать. И у нас с вами еще идет здесь резиночка 3 петли. Все. Переворачиваем на 10-й ряд и вяжем самостоятельно изнаночный ряд. 11-й ряд нашего узора будет сейчас очень тоже легенький. Смотрите, значит, здесь у нас ничего не меняется в резинке жемчужной. Связали 3 петли, да? Дальше идут просто 12 лицевых. У ромба затем идет жемчужная резинка 7 петель. Первый ряд. И затем идут 9 петель нашей косы. Просто 9 лицевых вяжем в 11 ряду. Все. Еще тут осталась жемчужная резинка провязать. И, значит, в 12 ряду вяжем самостоятельно. Вы уже знаете, как вязать изнаночные ряды. Итак, на этом раппорт узора связан. И повтор идет с первого ряда уже. То есть 12 рядов мы с вами связали нашего узора. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца и измерить плотность, посчитать плотность. Сейчас делаем влажную тепловую обработку нашего образца горячим паром. Вот так я обдали наш образец и вытягиваю его. Тяну я его по вертикали, по горизонтали, везде тяну. У нас рельефный очень узор, да, здесь тяни, не тяни. Он должен рельеф свой сохранять. Так, все. В расправленном виде оставляем сохнуть образец. Итак, считаем с вами плотность по вертикали, горизонтали. Сейчас по вертикали. Значит, берем простую линейку. Вот наш образец. Он у нас полностью готов, так скажем, к употреблению. Да, высох, все вытянутый. Отлично. И прикладываем линейку, измеряем его ширину. Ровно 18 сантиметров получается. У меня, помните, я говорила, на одну петлю больше, 37, да? Я делю на 18 сантиметров. Получаю циферку 2. То есть запишем, что в одном сантиметре 2 петли умещается. Теперь по вертикали давайте сделаем. Итак, прикладываем линеечку к нашему полотну. Так, 15 сантиметров у меня получается. 15 сантиметров. Считаем ряды. 36 рядов делим на 15 сантиметров. Да? Получаем плотность по вертикали 2,4. И сейчас эту циферку мы запишем тоже. Запишем, что в одном сантиметре у нас 2,4 ряда умещается. И смотрим теперь выкройку. Сейчас будем составлять описание, расчеты. Итак, вот такую выкройку я подобрала для данной модели. Здесь можно сделать два варианта, да, то есть классический рукав у нас с проймой, или вот как у нас в оригинале спущенный рукав. Будем составлять описание для спущенного рукава, как в оригинале. Здесь, соответственно, наката не будет. Здесь я вот нарисовала линию просто, да. Так, смотрите, девочки, мы будем сегодня использовать с вами размеры, составлять для 44, 46, 48, 50, 52, 54. Длина изделия будет 58, 59 и 60, соответственно, по размерам. Далее, то есть это средняя длина. Значит, начинаем со спинки, определяем ширину спинки, да. Смотрите, значит, для спинки, для маленького размера, для 44-46,
Я взяла ширину спинки 51 сантиметр, умножила на нашу плотность по горизонтали 2, и у меня получилось 102 петли. Я сейчас рассказываю про узор. Мы будем начинать с планки на высоту 9 сантиметров. Планочка вяжется резинкой 1 на 1. Вот, и затем в последнем изнаночном ряду планки мы прибавляем равномерно 20 петель. Ой, вру, 10 петель. 20 это потом, рукавчика. Да. И, в общем, прибавляем эти 10 петель и переходим к вязанию узора. Необходимо на этих петлях 102, 116 и 130 распределить узор. Вы, наверное, поняли, да, откуда взялись вот эти петли 116 и 130. Это для размеров, соответственно, 48-50 и 52-54. Ширина у нас была взята для 48-50 размера 58 сантиметров и соответствует 116 петлям. И для 52-54-65 сантиметров 130 петель я взяла. Можно уменьшить по желанию. Так, дальше. Значит, идем. Распределяем узоры по спинке следующим образом. Значит, вот так я нарисовала. Давайте с первого размера начнем. Вот у нас центр идет. Вот. И здесь у меня идут узоры. Центр. Я обозначаю 7. Это наша с вами жемчужная резинка. 12 это наш раппорт на 12 петлях. 9 это наш раппорт на 9 петлях. Понятно, да? То есть это коса, а это ромб 12 петель. Соответственно. И вот так у меня получилось, девочки, с вами. Значит, начинаем с кромочной. Затем идет 9 петелечек резиночкой жемчужной. И далее пошли узоры. 12 петель ромб, 7 петель резиночка, 9 петель коса, 7 петель резиночка, 12 петель ромб, 7 петель резиночка, 9 петель ромб, 7 петель резиночка, 12 петель, ой, здесь коса, здесь 12 петель ромб, 9 петель резиночка. В сумме, ну и кромочная, соответственно, в сумме это 102 петли. Это наш размер. Так распределили узоры. Для второго размера 48-50 узоры распределились следующим образом. Итак, здесь у меня, значит, вот тоже центр ромб. Смотрите, от ромба идет резиночка, соответственно, по 7 петель. Затем идет от центра, ну, вот эти вот петельки у нас идут с косой, коса 9 петель. Затем опять резиночка. Затем опять ромб по 12 петлях, опять резиночка. И заканчивается все, а здесь начинается косой на 9 петлях. Ну, соответственно, кромочная справа, кромочная слева, да? То есть это у нас коса начинается здесь. И затем резиночка, ромб. Резиночка, коса, резиночка, ромб. Ну, понятно. Это будет 116 петель. Для третьего размера то же самое, только добавляю вот перед ромбом 7 петель резиночки. И здесь 7 петель резиночки. Заканчиваем. Перед косой, то есть вот 9 петель коса, смотрите, начинается 7 петель резиночка, затем 9 петель коса, 7 петель резиночка, 12 петель ромб, 7 петель резиночка, 9 петель коса, 7 петель резиночка, 12 петель ромб, ну и так далее. Понятно, да? Так, ну вот, значит, для большого размера имейте в виду, все начинается с 7 петель резиночки. Вот я их написал, а так то же самое, что для второго размера. Теперь переходим сюда опять к выкройке, смотрим. На вырез горловины я сделала 42 петли, 44 и 46 петель. Как закруглить, я об этом подробно рассказываю в описании, которое будет под видео. Вот. Что касается петель плеч, мы их вычисляем путем вычитания. Да? То есть 102 отнимаем вырез горловины, и то, что осталось, делим на 2 плеча.
Получается 30 петель, 36, 42 петли. Так, с этим, в принципе, все определились, ничего сложного нет. Связали спинку, далее вяжется левая и правая полочка. Здесь у нас тоже так же начинается с резинки. Резинка, причем вяжется, девочки, обратите внимание, у модели резинка вяжется, резинка 1 на 1 на всех вот этих петлях. То есть, сколько мы сейчас вот говорим. И планка, боковая вот эта планка, она начинается у нас вязаться жемчужной резинкой после вот этой вот нижней планки. То есть она не сразу вступает, хотя по желанию вы можете сделать отсюда. Но имейте в виду, она идет вот отсюда начинается. То есть здесь идет просто обычная резинка 1 на 1 на всем полотне, да, и здесь вот уже только начинается жемчужная резинка планка. Посмотрите на модель внимательно, да. Значит, планка у нас жемчужная. Давайте посмотрим, здесь у нас V-образный вырез идет. Смотрите, планка не трогается, она у нас так и идет. Убавки по вырезу идут в узоре, то есть 12 петель первой кромочной, потом 12 петель планки без изменений вяжется, и убавки идут по узору. У меня получились убавки, на какой высоте я подробно пишу в описании под видео. Здесь я просто говорю, что у меня получилось на первый размер 24 сантиметра высота вот этого выреза V-образного. На второй 25, на третий 28 я сделала. Такой довольно-таки длинненький, да. Вы, конечно, это по желанию можете изменить, как вам угодно. Вот. И смотрите, убавляем с вами 19 петель в каждом третьем ряду для первого размера, 20 петель в каждом тоже третьем ряду и 17 петель в каждом четвертом ряду для третьего размера, то есть для самого большого. У нас остаются петли плеч 30, 36, 42. Вот, петли планки мы вяжем еще на высоту 10-11 сантиметров. Здесь вот написано 11, да? То есть еще вяжем на высоту определенную, только после этого закрываем. Это вот аппендикс этот будет пришиваться затем по вырезу горловины спинки. Аккуратно пришивается. Так, с этим мы разобрались, да? Все это будет в описании, так что не боитесь, что что-то не поймете. Прочитайте потом в тексте. Смотрите, по рукаву оката нет, но вы можете его себе сделать, если будет у вас пройма здесь вывязываться. Так, по рукаву также начинается с планки 9 сантиметров резинкой 1 на 1. И затем распределение узоров у меня идет. Значит, на планку резиночкой набирается меньшее число петель. В последнем также изнаночном ряду мы резко делаем прибавки. Вот, ну, я, по-моему, там 20 петель сделала. То есть там довольно пышненько так рукавчик начинается после резинки. Вот. И у нас с вами распределяются узоры, ну вот приблизительно так. На первый размер это 65 петель. Выходим на узор. Вот у меня получилось. Начинаем от центра. Коса на 9 петлях. С двух сторон от нее жемчужная резинка. Затем 2 ромба по 12 петель. И заканчиваем 8 петель жемчужной резинки справа и слева. И, ну, соответственно, кромочные. Это первый размер. Для второго размера у нас получается 71 петля. То есть из 71 отнять 65, получается 6 петель добавочных, да? То есть здесь будет не 11 петель резинкой связано жемчужной, а еще мы добавляем 3 петли, получается 11 петель. Это на второй размер. И здесь, соответственно, 11 петель. Для третьего размера у нас 75 петель, то есть из 75 отнять 65 петель, по 5 петель. И тогда здесь начнется с жемчужной резинки. Так, 13 получается петель. Вот так. Ну а распределение узоров в центре таким же остается.
Я скос рукава вам сейчас тоже расскажу, но имейте в виду, девочки, что можно сделать, как я рекомендую. Все петли по скосу рукава вплетаем в жемчужную резинку, либо вы там каким-то узором вывязываете по логике. То есть, да, скос рукава. Значит, длина рукава я взяла 46 сантиметров вместе с планкой. Вот это коротенько, без оката. И у меня получилось 37 сантиметров сам скос идет. То есть от планки до конца рукава 37 сантиметров. Умножаю на вертикальную плотность 2,4, получаю 88 рядов. В самой широкой части рукава у меня идет 79 петель, 83, 89, в зависимости от размера. И будем прибавлять по скосу 7 петель во всех размерах получилось. И во всех же размерах в каждом 12-13 ряду будем чередовать прибавки. 7 прибавок, то в 12, то в 13, то в 12, то в 13, и так 7 раз. И затем на высоте, нужной вам высоте, это все для примера, я вам сейчас рассказываю, у вас будет длина рукава индивидуальная, поскольку у нас у всех с вами разная, ну как сказать, рост разный, да, разная комплекция, то есть имейте это в виду. Обязательно все вот эти размеры, они усредненные, обязательно свои мерочки по желанию ставьте. Вот. Ну, описание будет под видео. Я надеюсь, что изделие не самое простое, да, очень я старалась, долго сидела, все это вычерчивала, высчитывала. Так что, девочки, может быть, были какие-то неточности, может быть, какие-то даже ошибки у меня есть. Я думаю, что у вас есть своя голова на плечах. Я старалась, насколько у меня получилось, значит, вы сами увидите. Ну а так, если что, корректируйте под себя, да, то есть рукав хотите окат сделайте, то есть хотите поуже, хотите пошире сделайте ширину изделия. Я желаю вам удачи, текстовый вариант описания будет под видео выложен, поэтому там все более подробно расписано. И до новых встреч!